Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Джимми. Я на пенсии. Приехал во Вьетнам. Сейчас хотел поделиться с вами, как я топил свой новый дрон. Хотелось сделать красивые кадры, но произошел инцидент неожиданный, и об этом я вам сейчас расскажу в дальнейшем. Возможно, будут еще видео. Давно хотел создать свой канал, так, для баловства. Так что, может, думаю, какие-то детали могут понадобиться другим людям. Поможет им по жизни. Что-то, может быть, будет интересно. Вот у меня есть планы снимать разный контент. Что получится, что-то интересное о жизни во Вьетнаме. Не только мы путешествуем, были в разных странах, но я ни разу не снимал, хотя были очень интересные моменты. Вот как-то было не до этого. А сейчас вот, будучи на отдыхе, постараюсь что-то выкладывать. У меня еще будет видео с металлодетектингом. У меня есть хобби такое. Съемки с дрона. В общем, все, что интересное, буду выкладывать. А сейчас заваривайте чаек. У меня это аргентинский мате. Всем приятного просмотра. Спасибо за лайки, за комментарии заранее. Всех обнял. Поехали! Это кадры, когда я первый раз включил дрон. Смотрите, как это великолепно. Первый раз пользуюсь с очками для полета. Для меня это было дико, потому что у меня на DJI такого не было. Но в какой-то момент у меня произошел инцидент, я сломал ногу, но это уже совсем другая история. Я отлеживался дома. У нас был отель в пятиэтажном доме, и был бассейн, куда можно было выходить и любоваться видами. Вот я иду, чтобы полетать, чтобы совсем не было скучно. Слева от меня красивые горы. Смотрите, какой вид. Погода была пасмурная, но по моим оценкам было все нормально.
Так как я ранее летал на дронах, я посчитал, что все было нормально. Я пролетел вокруг дома и решил поснимать вон те лодки, которые в бухте стоят. Хотел над ними полетать и полетел в ту сторону. По описаниям дрона, по рекламе, она должна была быть устойчивой к ветру. Вот мой маршрут. Я полетел, покружил над лодками, и внезапно мой дрон кричит мне, то что сильный ветер. Начался сильный ветер, и я решил развернуть дрон. Но он никак не хотел лететь обратно, даже не двигался с места. Когда я его спускал, я семимильными шагами, несмотря на гипс, побежал вниз, чтобы поймать связь. А в это время дрон уже улетел очень далеко. От места ветром его несло, и разрядилась батарейка. Это последние кадры, где связь потерялся совсем. Дрон начал глючить. В итоге я пытался его посадить на эту лодку. Когда я стал ближе, уже связь он поймал. Вот на этом причале я уже подбежал и начал смотреть. Мы думали, что дрон еще не совсем утонул, держится на плаву. И мы пытались как-то найти человека, кто нам прошундировал бухту и сказал, что на самом деле он утонул. Но мы поговорили с рыбаками, они сказали, наверняка он утонул. Взяли контакты и сказали позвонить завтра. И озвучили сумму $200. В итоге мы поторговались, цену сбили до 150. И все-таки я надеялся спасти, пока его не разъела соль. Мы скинули им последние данные, координаты, вот эти координаты, и начали уже дома выходить на связь со службой поддержки. Так как у нас был дрон на гарантии, мы общались со службой поддержки, они сказали, что помогут. В итоге через 3-4 дня нам позвонили дайверы, сказали прийти и показать место. Вот я с ними заезжаю. Это я пытался смотреть дно с помощью инста, но оказалось очень глубоко. Дайверы сказали, что тут глубина метров 10. Я пытался в реальном времени посмотреть, но оказалось, что Wi-Fi камеры не соединяется с телефоном в реальном времени. И так как у меня нога сломана, они решили меня оставить на берегу и нырять уже без меня. Вот так вот происходило. Сказали, это местный специалист высшего класса.
Но меня, конечно, удивила его лодка. Она была такая несовременная, но все-таки он нырял. В итоге он очень быстро нашел дрон, так как дрон попал на рыболовные сети. Ну, как-то, видимо, он небрежно его выдернул, и у дрона отломилась камера. Поиски дрона закончились успешно. Вот я с нетерпением его жду. Он мне передает дрон, но, к сожалению, он показывает, что он размотал его от сети. Мы сразу же помыли. Я был рад до тех пор, пока не стал его разбирать. К моему разочарованию, соль до такой степени разъела все внутри. Я просто был в шоке. И в итоге я решил хотя бы забрать хоть какие-то детали. Все-таки я уже заплатил. Думаю, наверное, это она не стоила того. Смотрите, как она все внутри убила. Даже я не смог спасти ни батарейку, ни флеш-карту. Даже новая флеш-карта была разъедена. Она прожила всего пару секунд, как я его подключил, и сразу же сдохла. Вот переписка с поддержкой. Они сказали, что по гарантии не проходит, потому что ты летел, несмотря на предупреждение ветра. Я не стал спорить, потому что не было вариантов, что свое доказать. В итоге я оплатил по гарантии полсуммы. И с Гонконга мне прислали новый дрон. Она мне обошлась, пересылка $550 где-то. Но, к сожалению, дрон не доехал, так как в Вьетнаме, оказывается, нельзя просто так получить дрон через почту обычному физическому лицу. Вот они прислали письмо, чтобы я отказался, и они отправят дрон обратно. И я принимаю решение отправить его обратно и забрать дрон уже с Гонконга. Я знаю, что мне перелет будет стоить денег, но это был единственный путь, откуда я мог забрать его и перевезти уже в багаже. Так как у меня нога была не в рабочем состоянии, мне пришлось попросить подругу, чтобы она слетала в Гонконг. Мы покупаем билеты, и она вылетает заранее. Согласовали со службой поддержки, что мы будем забирать его в офисе Insta360. И она полетела. Как все там происходило.
Если будет интересно, про Гонконг расскажу уже в другом шорте. Он удачно все сконнектился. В подарок мне дали вот это для SD-карты. Как она называется, забыл. И вот она, моя новая птичка, полетела. Всем спасибо, кто досмотрел видео до конца. С вас лайк, поддержка, комментарии. Это мое первое видео на микрофон. В следующий раз постараюсь улучшить. Всем спасибо. Хорошего дня. Пока-пока.